Шерлок выжил. Он действительно живой, поскольку он не просто моргает, а даже двигается. Каким же образом он это сделал? Во-первых, надо установить, что с крыши прыгал действительно живой человек. Это был на самом деле живой человек, поскольку он махал руками. На мой взгляд, это именно Шерлок, поскольку он перед этим очень долго разговаривал с Джоном. Далее есть только один вариант спасения Шерлока, если учитывать, что падал именно он. Это та самая машина с мешками. Есть только одна проблема. Шерлок падает, а не прыгает с крыши. Факт отсутствия метровых перепонок на пальцах Камбербэтча наводит меня на мысль, что Шерлоки все-таки не летают. Таким образом, мы видим, что он летит близко к стене и никак не может упасть на проезжую часть, где стоит машина с мешками. Разумеется, эту сцену растянули монтажом Эйзенштейна, и Шерлок падает целых 3 раза. Первый раз он пролетает в верхний этаж, второй раз он снова пролетает в верхний этаж. Третий полет, он снова пролетает в верхнее окно, но уже от расстояния, как будто он сделал шага 3-4 на разгоне, прыгая с крыши. Можно смонтировать эти 3 полета в один кусок. То есть, согласно траектории третьего полета, он мог упасть в грузовик, и мы будем считать так. Теперь, когда мы считаем, что с крыши падал именно Шерлок, у нас есть 3 варианта развития событий. Первый. На асфальте лежит Шерлок, облитый кровью на скорую руку в машине. Второй, третий вариант – это замена тела на земле. Второй вариант – это какой-то левый труп из морга, который подготовила Молли. Третий вариант – это Мориарти. С первым вариантом все понятно, но без учета замедленной съемки Ватсон увидел Шерлока через 6,5 секунд. Но в таком случае нас обманули на монтаже, подставив кадры полета и падения в стык. Общее подтверждение теории о подмененном теле – это угол падения. На кадре падения мы видим, что тело падает перпендикулярно зданию. На кадре падения тела на асфальт мы видим, что оно падает параллельно зданию и параллельно дороге. Опять же, без учета замедленной съемки, Ватсон держит тело за руку 5 секунд. Совершенно потрясающую теорию предложили фанаты, сказав, что если положить мячик под мышку, то пульс не прощупывается. Мячик. Ты же знаешь, как Хаус обожает, когда трогают его шар? Не знаю, честь не рассказывал. Но остается проблема, как провернуть все это за 6,5 секунд, поэтому версия о подмененном теле тоже есть. С каким-то левым трупом все понятно, его сделали заранее, но он был бы холодным. Мориарти у вас остается как просто теплый труп с дыркой в голове. Разница между взглядом Шерлока на труп и прыжком без малого 3 минуты. Можно ли сгримировать и спустить за это время тело вниз? Хороший вопрос. Также можно допустить идею о маске Шерлока. Не лучшая моя маскировка. Которую готовил Мориарти, поскольку вряд ли Мориарти показывал девочке фотографию. В принципе, самый простой вариант объяснения событий – это то, что мы видим лицо Шерлока с точки зрения Ватсона. То есть, с точки зрения киноязыка, это называется субъективная камера. Мы смотрим на это глазами Ватсона. И поскольку он в состоянии аффекта, он, конечно же, мог ошибиться. Но что-то мне подсказывает, что сценаристы скажут, какой грузовик с мешками, и покажут нам что-то такое, что абсолютно за гранью нашего воображения. Например, мне кажется, что эта штука висела неспроста.
Ну или назло слэшером Шерон в разговоре о Смолли имел в виду ровно то, что он имел в виду. И сцена на кладбище была через 30 лет и 9 месяцев. Почему не постарел Мартин Фриман, он скажет вам сам. Fuck you, I wanna bash. Это было прекрасно.